Что если самые пугающие открытия человечества спрятаны не в космосе, а прямо под водой и засекречены сразу после обнаружения? В 1977-м американский глубоководный аппарат поднял со дна Тихого океана объект, немедленно исчез из всех официальных отчетов. В 2014-м военно-морской флот зафиксировал в Марианской впадине акустический сигнал, не совпадающий ни с одним известным источником звука, живым или механическим. Большинство людей думают, что океан просто глубокий и темный. На самом деле он самое засекреченное место на планете, и то, что там находят, правительства предпочитают не объяснять. 1 августа 1997-го гидрофоны Американского национального управления океанических и атмосферных исследований зафиксировали звук, который не должен был существовать. Система наблюдения SOSUS, изначально построенная для отслеживания советских подводных лодок, охватывает весь Тихий океан сетью чувствительных микрофонов на глубине от 300 до 600 метров. Именно эта сеть поймала сигнал, который специалисты назвали блупом. Звук длился примерно 1 минуту и был настолько мощным, что его зафиксировали станции на расстоянии 5000 километров друг от друга. Для сравнения, синий кит, самое громкое животное на планете, слышен максимум на 800 километров. Источник блупа находился в южной части Тихого океана в районе координат 50 градусов южной широты, 130 градусов западной долготы, примерно в 1000 километров от побережья Антарктиды. Акустический профиль сигнала напоминал биологическое происхождение, то есть звук издало живое существо. Ничего подобного в каталогах морской биологии не существовало. Но размер существа, способного создать такой объем звука, должен был превышать синего кита в десятки. Национальное управление океанических и атмосферных исследований опубликовало запись в открытом доступе в 98-м, сопроводив ее коротким техническим описанием. После этого тема была официально закрыта. Дальнейших экспедиций в указанный район с целью поиска источника звука не проводилось. По крайней мере, ни одна из них не получила публичного статуса. В 2012-м управление выпустило пересмотренное объяснение. Блуп предположительно вызван разломом антарктического ледника. Акустическая модель ледникового разлома действительно способна создавать низкочастотные сигналы. Однако несколько независимых акустиков указали на принципиальное расхождение. Профиль блупа содержит нерегулярные частотные модуляции, характерные именно для биологических источников, а не для механических процессов разрушения льда. Параллельно существует второй эпизод, значительно менее известный. В 1976-м американская атомная подводная лодка «Халибат» выполняла засекреченную разведывательную миссию в Охотском море на глубине около 400 метров. Согласно рассекреченным в 2005-м документам операции «Плющ-колокол», экипаж зафиксировал повторяющийся низкочастотный сигнал неизвестного происхождения. Командир лодки Джон Макниш запросил у командования разрешение изменить курс для идентификации источника. Разрешения получено не было. В бортовом журнале за те сутки 3 страницы были изъяты при рассекречивании. Их содержание остается закрытым. Обе истории объединяет одна деталь. В обоих случаях официальные структуры дали объяснение достаточно быстро, чтобы закрыть публичное обсуждение, но недостаточно убедительно, чтобы объяснение выдержало профессиональную проверку. Акустики, работавшие с оригинальными записями блупа, до сих пор не пришли к единому мнению. Что именно живет или существует в этой точке, неизвестно. Экспедиции туда не отправляли. Координаты источника сигнала находятся в одном из наименее исследованных районов Мирового океана, там, где глубина превышает 4000 метров, а температура воды у дна не поднимается выше 2 градусов. В 1994 году спутниковая картография морского дна впервые позволила составить детальную карту рельефа Тихого океана. Данные собирал американский спутник Геосат. Военный аппарат, запущенный в 1985-м для нужд военно-морского флота. Когда часть материалов была рассекречена и передана гражданским ученым, геологи обнаружили в районе Тонгской впадины структуру, которая не вписывалась ни в одну известную модель подводного рельефа. Объект имел правильную прямоугольную форму размером приблизительно 3 на 7 километров и располагался на глубине около 8000 метров. Края структуры были слишком ровными для природного образования. Подводные хребты и плато всегда имеют характерную геологическую неровность. Группа геологов из Калифорнийского университета направила запрос в Национальное агентство геопространственной разведки с просьбой предоставить полный массив данных по этому участку. Ответ пришел через 6 недель. Соответствующий сегмент карты был переклассифицирован обратно в статус секретного. Официальная причина не указывает. Тонская впадина, вторая по глубине точка Мирового океана после Марианской. Максимальная глубина в ее северной части достигает 10 800 метров. Геологическая активность в этом районе высокая. Здесь проходит граница Тихоокеанской и австралийской литосферных плит. Именно эта активность стала официальным объяснением для аномальной структуры. Представители военно-морского флота назвали объект тектоническим артефактом.
Геологи, работавшие с открытой частью данных, с этим объяснением не согласились. Тектонические процессы не создают прямых углов. Второй случай с засекреченными координатами произошел в 2009. Норвежское гидрографическое судно Харальд Хар Фагре проводило картографирование дна Норвежского моря в рамках международной программы разграничения континентального шельфа. На глубине около 2300 метров сонар зафиксировал протяженную линейную структуру длиной приблизительно 14 километров. Структура залегала идеально горизонтально на наклонном участке дна, что физически невозможно для природного образования на подвижном осадочном грунте. Норвежские картографы передали данные в Международную гидрографическую организацию для стандартной верификации. Через 3 недели норвежское правительство получило дипломатический запрос от американского министерства обороны с просьбой ограничить распространение конкретного сегмента данных. Норвегия выполнила запрос. Координаты структуры были исключены из публичной версии карты шельфа. Норвежский геолог Эрик Торвальдсен, участвовавший в экспедиции, в интервью местной газете Aftenposten в 2011 заявил, что структура не имела природного объяснения и что он лично видел итоговые данные сонара до их засекречения. После публикации интервью Торвальдсен от дальнейших комментариев отказал. Оба случая, Тонская впадина и Норвежское море, демонстрируют одну и ту же схему: обнаружение, первичная документация гражданскими специалистами, затем вмешательство военных структур и изъятие данных из открытого доступа. Что именно находится в этих точках, неизвестно. Ни одна публичная экспедиция к указанным координатам не проводилась. На современных общедоступных картах морского дна оба участка отображены как геологически невыразительные районы без каких-либо аномалий. В 2017-м глубоководный аппарат Американского института оceanографических исследований Скрипса опустился на глубину 3200 метров в районе калифорнийского желоба. Камера зафиксировала объект, который оператор сначала принял за фрагмент затонувшего оборудования. Объект двигался. Запись длилась 19 минут. Существо имело вытянутое тело длиной приблизительно 8 метров, лишенное видимых конечностей, с равномерным биолюминесцентным свечением вдоль всего корпуса. Характер движения не совпадал ни с одним известным классом глубоководных животных, ни с рыбами, ни с головоногими, ни с иглокожими. Существо не реагировало на свет прожекторов аппарата и не меняло траектории при его приближении. Через 19 минут оно ушло вертикально вниз и исчезло за пределами видимости камер. Группа биологов института подготовила первичный отчет с запросом на повторное погружение в тот же район для идентификации существа. Запрос был передан в административный отдел института. Через 2 недели руководство института сообщило, что запись передана на экспертизу в Федеральное агентство и что дальнейшее обсуждение материала ограничено до завершения экспертизы. Повторное погружение не состоялось. Запись в открытый доступ не поступила. Один из биологов, участвовавших в анализе footage, Марк Делани, специалист по глубоководной фауне с 20-летним стажем, в частной переписке, фрагменты которой позднее появились на профессиональном форуме морских биологов, написал следующее: «Я видел гигантских кальмаров, химер, шестижаберных акул и десятки неописанных видов. Это не было ни одним из них. Это не вписывалось ни в один известный тип животных». Институт Скрипса официально не подтвердил и не опроверг факт съемки. Делани уволился из института в 2018 и не давал публичных комментариев. Похожий случай произошел на 7 лет раньше, в 2010-м, у берегов Японии. Японское агентство морских и земных наук JAMSTEC проводило плановое обследование дна в районе японской впадины на глубине около 6000 метров. Телекамера дистанционно управляемого аппарата Kaiko MK4 зафиксировала крупный биологический объект, прижатый к стенке подводного каньона. Объект имел симметричную структуру с выраженными радиальными элементами диаметром около 4 метров. Ни один из специалистов JAMSTEC не смог идентифицировать его по имеющимся каталогам глубоководной фауны. Японское агентство опубликовала краткий отчет об экспедиции, в котором упоминание об объекте отсутствовало. Видеозапись этого участка погружения в публичную базу данных JAMSTEC не вошла. Японский биолог Хироши Ватанабе, работавший с материалами экспедиции, в 2012-м опубликовал в профессиональном журнале статью о необходимости пересмотра классификации глубоководных организмов на основе новых визуальных данных. Конкретные данные в статье названы не были. Редакция журнала сообщила, что соответствующие иллюстрации были изъяты по запросу агентства до публикации. Глубоководная биология, как наука, сталкивается с фундаментальным ограничением. Более 80% океанского дна не обследовано с помощью визуальных методов. Каждая экспедиция с видеооборудованием статистически обнаруживает от 1 до 3 неизвестных видов. Большинство из них документируются и публикуются, но часть материалов, судя по приведенным случаям, в публичную науку не попадает. Что именно отделяет обычную находку от засекреченной, официального критерия не существует. В 1977-м советское научно-исследовательское судно «Витязь» работало в центральной части Индийского океана на глубине около 4000 метров. Драга Диса Пенешу — специальное устройство для подъема образцов грунта.
вернулась на поверхность с фрагментом металлической конструкции весом около 40 килограммов. Металл имел равномерную кристаллическую структуру, не характерную для природных минералов, и следы механической обработки. Ровные срезы с минимальными допусками. Советские геологи на борту не смогли идентифицировать сплав по стандартным таблицам состава. Образец был доставлен в Институт океанологии имени Ширшова в Москве. Результаты химического анализа в открытой научной литературе не появились. Участники экспедиции, с которыми впоследствии беседовали журналисты, сообщали, что образец забрали люди в штатском примерно через 2 недели после доставки. Геолог Валентин Сергеев, работавший на борту «Витязя» в тот рейс в 93-м, вышедшее уже после распада СССР, дал интервью российскому научному журналу «Природа», в котором подтвердил факт находки и изъятия образца, но отказался давать дальнейшие комментарии, сославшись на подписку о неразглашении, которая, по его словам, формально продолжала действовать. Американский аналог этой истории датируется 2003. Глубоководный аппарат «Геркулес», принадлежащий Институту исследования океана, во время экспедиции в Карибском море на глубине около 2000 метров поднял со дна фрагмент материала, первоначально идентифицированный как часть затонувшего испанского галеона 17 века. Стандартная процедура предполагала передачу артефакта в морской архив для каталогизации. Загадочные звуки и таинственные существа, кто знает, что еще скрыто в глубинах океана. Если вы хотите раскрыть тайны нейросетей, заходите на playprofi.com. Все самые популярные нейросети по одной подписке. И не забудьте, что сегодня при регистрации по ссылке в описании вас ждет бонус в 500 токенов. Вместо этого к руководителю экспедиции Роберту Баллард, тому самому, кто в 85-м обнаружил «Титаник», обратились представители агентства по охране культурного наследия с требованием немедленно передать все материалы экспедиции федеральным властям. Баллард выполнил требования. В публичном отчете об экспедиции находка была описана как фрагмент деревянной обшивки судна, предположительно колониального периода. Фотографии объекта в отчет включены не были. Несколько членов экспедиции впоследствии в частных разговорах описывали находку иначе. Материал был не деревянным, а металлическим и имел гравировку, не соответствующую ни испанской, ни какой-либо другой известной колониальной символике. В 2015-м китайское исследовательское судно Сян Янхун 09 работало в Южно-Китайском море в рамках программы геологического картографирования. Манипулятор глубоководного аппарата поднял со дна объект, который операторы описали как керамическое изделие нестандартной формы с правильным геометрическим узором на поверхности. Глубина обнаружения составляла около 3600 метров, значительно ниже уровня, на котором могли находиться исторические торговые пути. Китайское государственное агентство новостей опубликовало краткое сообщение об экспедиции без упоминания находки. Видеозапись подъема объекта, которую несколько членов экипажа успели скопировать на личные устройства, появилась в китайской социальной сети Weibo в 2016 и была удалена через несколько часов. Скриншоты сохранились на зарубежных форумах. На них отчетливо виден объект правильной округлой формы диаметром около полуметра с концентрическими узорами на поверхности. Ни один из публично известных исторических керамических стилей не соответствует изображенному орнаменту. 4 случая. Советский металлический фрагмент, карибская находка Балларда, китайский керамический объект. Объединяет не только факт засекречивания. Их объединяет глубина. Все объекты найдены ниже 2000 метров, то есть в зоне, куда человеческие суда и грузы исторически не опускают. Что именно там делали эти предметы? Официального ответа не существует. 2000. Первым подводный робот японской компании Аринасу вел плановую инспекцию подводного кабеля связи у берегов острова Йонагуни, самого западного острова японского архипелага. На глубине 27 метров камера зафиксировала то, что геологи впоследствии назовут монументом Йонагуни. Серию массивных каменных террас с прямыми углами, вертикальными стенами и ровными горизонтальными поверхностями общей площадью около 27 тысяч квадратных метров. Но это была уже вторая находка. Первая произошла в 1986 и была немедленно засекречена. Дайвер Кихатиро Аратаки, работавший инструктором по дайвингу на Йонагуни, в 1986 случайно наткнулся на структуру во время тренировочного погружения. Он сфотографировал ее и передал снимки в японское агентство по культурным ценностям. Агентство направило группу специалистов, которые провели подводное обследование в течение 3 дней. После этого доступ к участку был ограничен, а материалы обследования засекречены на 15 лет. Официальная причина – необходимость дополнительного изучения перед публичным объявлением. Когда в 2000-м ограничения частично сняли, геолог Масааки Кимура из университета Рюкю получил доступ к архивным материалам 1986 года. Он обнаружил, что первичная группа зафиксировала детали, которые в публичных описаниях монумента
монумента отсутствовали. Внутри структуры на глубине около 35 метров находились по меньшей мере 3 отдельных помещения с потолками высотой от 2 до 3 метров. Стены помещений несли следы инструментальной обработки. На одной из стен была зафиксирована повторяющаяся геометрическая резьба, спирали и концентрические окружности. Эти детали в официальные публикации о монументе Йонагуни не вошли. Кимура опубликовал свои выводы в 2004 в журнале «Морская геология». Статья прошла рецензирование, но фотографии внутренних помещений, которые Кимура запрашивал из архива агентства для включения в публикацию, предоставлены не были. Агентство сообщило, что соответствующие материалы находятся на реставрации. В 2021 Кимура повторил запрос. Ответа не последовало. Второй случай, связанный с подводными структурами и человеческими останками, произошел в Средиземном море. В 1998 итальянское военно-морское ведомство проводило картографирование дна в районе Сицилийского пролива на глубине около 180 метров. Сонар зафиксировал обширный участок дна с регулярными прямоугольными углублениями, структурой, напоминающей план городского квартала. Размер участка составлял приблизительно 800 на 600 метров. Спустя 3 месяца итальянское ведомство направило туда дистанционно управляемый аппарат. Камера зафиксировала каменные стены высотой от 1 до 2 метров, мощеные площадки и в нескольких местах человеческие кости, лежащие непосредственно на каменных поверхностях. Количество костных фрагментов в поле зрения камеры за время погружения составило по меньшей мере несколько десятков. Итальянское ведомство передало материалы в Министерство культурного наследия. Министерство классифицировало участок как зону исторической чувствительности и ввело запрет на любые погружения без специального разрешения. Разрешения с 1998 не выдавались ни разу. Итальянский археолог Пьетро Фонтана, участвовавший в анализе видеозаписи, в 2002 дал интервью газете «Корьере делла Сера», в котором назвал находку крупнейшим подводным археологическим памятником Средиземноморья. После публикации Фонтана был отстранен от работы с материалами ведомства и лишен доступа к архивам. Сицилийский пролив в исторический период был значительно мельче. Во время последнего ледникового максимума около 20 тысяч лет назад уровень Средиземного моря был ниже нынешнего примерно на 120 метров. Это означает, что структуры на глубине 180 метров теоретически могли быть построены на суше. Кем именно и когда в официальной науке неизвестно, а материалы, которые могли бы дать ответ, засекречены уже 26 лет. В 2011-м шведская компания Ocean X Team искала на дне Балтийского моря затонувшие суда с алкоголем времен запрета, стандартный коммерческий поиск для последующей продажи содержимого. Сонар бокового обзора на глубине 87 метров показал объект диаметром около 60 метров с четкими круговыми контурами и центральным возвышением. Форма на экране сонара была настолько правильной, что оператор решил, что оборудование неисправно. Повторный проход подтвердил показания. Объект имел идеально округлую форму с ровными краями и структурой, напоминавшей ступенчатое основание. От него в сторону отходил прямолинейный след длиной около 300 метров, как если бы объект скользил по дну перед остановкой. Руководитель группы Петер Линдберг назвал находку похожей на тысячелетний объект и организовал повторную экспедицию с видеооборудованием. Камера зафиксировала детали, которые сонар не передавал. Поверхность объекта была покрыта правильными геометрическими углублениями. На одном из участков края находилось образование, напоминавшее лестничный пролет. 3 параллельных выступа одинаковой высоты, уходящих вниз. Материал объекта визуально напоминал вулканический базальт. Однако ближайшие вулканические породы в Балтийском море расположены в сотнях километров от точки обнаружения. Шведские военно-морские силы связались с командой через 2 суток после публикации первых фотографий в 2012. Содержание переговоров Линдберг не раскрыл. Однако после встречи команда прекратила публичные комментарии об объекте на 8 месяцев. Когда комментарии возобновились, Линдберг настаивал на естественном происхождении структуры — ледниковом образовании. Геологи Стокгольмского университета, изучившие фотографии, с этой версией не согласились. Ледниковые отложения в Балтийском море не образуют правильных окружностей с геометрическими деталями на поверхности. Второй случай произошел в Тихом океане в 2016-м. Американское исследовательское судно Национального научного фонда выполняло батиметрическое картографирование в районе Гавайского хребта. На глубине около 5000 метров приборы зафиксировали тепловую аномалию. Участок дна площадью приблизительно 2 квадратных километра с температурой на 3,7 градуса выше окружающей среды. Геологический анализ исключил гидротермальную активность. Ни одного гидротермального источника в радиусе 40 километров в этом районе зафиксировано не было. Тепловая аномалия имела четкие границы. Температура падала до фонового значения на протяжении менее 50 метров от края участка. Природные тепловые аномалии на дне океана всегда имеют постепенный градиент. Руководитель экспедиции направил запрос в геологическую службу США с просьбой организовать погружение дистанционно управляемого аппарата для визуального осмотра участка. Геологическая служба переадресовала запрос в Министерство энергетики. Министерство энергетики ответило через 4 месяца, сообщив, что участок включен в реестр объектов, требующих
дополнительной классификации и что плановые экспедиции к нему будут проводиться в установленном порядке. С 2016 по 2023 ни одна публичная экспедиция к этому участку не проводилась. Тепловая аномалия по-прежнему присутствует на батиметрических данных. Ее не убрали из открытых баз, просто никогда не объяснили. Балтийский объект и Гавайская аномалия принципиально различаются по природе. Один визуальный, другой термин. Но механизм реакции властей идентичен. Первичный контакт с командой, прекращение публичных комментариев, официальное объяснение, не выдерживающее профессиональной проверки и отсутствие последующих экспедиций. Что именно производит устойчивое тепловыделение на глубине 5000 метров без геологического источника, ни одно официальное ведомство ответа не дало. В 2014-м американская атомная подводная лодка «Джимми Картер», единственная в составе флота, оснащенная специальным отсеком для глубоководных операций, провела в Марианской впадине 22 дня. Официально миссия была обозначена как испытание нового оборудования связи. По возвращении на базу Бангор в штате Вашингтон лодка шла под военно-морским флагом с черным вымпелом, знак, который в американском флоте означает успешно выполненную боевую задачу. Испытание оборудования связи боевой задачей не считается. Двое членов экипажа, их имена установлены журналистами издания Navy Times по корабельным манифестам. После возвращения были переведены в административные должности без права выхода в море. Оба подписали расширенные соглашения о неразглашении. Один из них, Томас Уэбб, уволился со службы через 8 месяцев. В 2018-м в частной беседе с бывшим сослуживцем, запись которой впоследствии оказалась в распоряжении исследователя Джерри Гулда, Уэбб сказал следующее: «Мы видели что-то на дне. Командир смотрел на это 40 минут. Потом приказал всем покинуть центральный пост, кроме вахтенного офицера. Что именно наблюдал командир через перископные системы глубоководного отсека, Уэбб не уточнил. Он добавил только, что после возвращения весь экипаж прошел индивидуальные беседы с офицерами военно-морской разведки и что ему было прямо сказано: то, что вы видели, не существует». Марианская впадина в точке Challenger Deep достигает глубины 10 924 метров. Давление на этой глубине составляет около 1100 атмосфер. Температура воды от 1 до 4 градусов выше нуля. Условия, исключающие существование крупных организмов с мягкими тканями, по стандартным биологическим моделям. Однако в 2019-м китайский глубоководный аппарат Фэньдоу-Дже зафиксировал на глубине 10 тысяч метров крупный биологический объект, движущийся вдоль дна. Запись была включена в официальный отчет Китайского министерства природных ресурсов, однако соответствующий раздел отчета в публичную версию документа не вошел. Об этом стало известно благодаря сравнению нумерации страниц оригинала и публичной копии. Между страницами 47 и 49 в публичной версии отсутствует страница 48. Наиболее задокументированный случай прямого контакта с необъяснимым произошел не в Марианской впадине, а значительно ближе к поверхности. В 2004-м американский военно-морской флот проводил учения у берегов Сан-Диего. Гидроакустическая система фрегата «Николас» зафиксировала объект, движущийся на глубине около 300 метров со скоростью свыше 100 узлов, это около 185 километров в час. Ни одна известная подводная лодка не способна развить такую скорость на такой глубине. Ни одно известное морское животное тоже. Объект сопровождал группу кораблей в течение 7 часов, периодически меняя глубину от 100 до 500 метров. Затем за 20 минут поднялся на поверхность, был визуально зафиксирован вахтенными несколькими кораблей как объект без надстроек, темного цвета, длиной около 20 метров. И немедленно ушел под воду. Командиры кораблей составили рапорты. Рапорты были изъяты командованием Тихоокеанского флота в течение 48 часов. Троим вахтенным офицерам, видевшим объект визуально, было предписано воздержаться от обсуждения инцидента с личным составом и гражданскими лицами. Капитан-лейтенант Дэниел Фаррелл, один из троих офицеров, после увольнения в запас в 2011-м дал интервью исследователю аномальных явлений Лесли Кину. Он описал объект как не имеющий никаких внешних движителей, рулей или иных видимых механических элементов и добавил, что объект не создавал кильваторные волны при движении на поверхности, что физически невозможно для любого известного водоизмещающего аппарата. Военно-морской флот США инцидент 2004 года официально не признал и не опроверг. Документы по нему в рамках запросов о свободе информации предоставлены не были, со ссылкой на угрозу национальной безопасности. Это единственная категория засекречивания, которая не имеет срока давности. Все 10 случаев, разобранных в этом материале, объединяет не тема и не география. Их объединяет механизм: обнаружение, документация, изъятие, официальное объяснение, которое не выдерживает профессиональной проверки. Этот механизм работал в СССР в 1977-м, в Японии в 1986-м, в Норвегии в 2009-м и в Китае в 2016-м. Разные страны, разные ведомства. Одна схема. Совокупная площадь океанского дна, обследованного с помощью визуального оборудования, составляет на сегодняшний день менее 25% от общей площади дна Мирового океана. Карты лунной поверхности, точнее карт земных глубин. Марсианский рельеф задокументирован детальнее, чем дно Индийского океана. При этом именно в океане сосредоточено около 95% жизненных
жизненного пространства планеты по объему. В 2022 Конгресс США в рамках слушаний по неопознанным воздушным явлениям впервые официально признал существование неопознанных подводных объектов как отдельной категории наблюдений военно-морского флота. Адмирал Скотт Берриер, директор военно-морской разведки, подтвердил, что флот располагает задокументированными случаями наблюдения объектов, демонстрирующих характеристики, выходящие за пределы известных технологий. Конкретные случаи названы не были. Документы засекречены. Это первое официальное признание за 70 лет систематических наблюдений. До этого момента каждый офицер, каждый ученый, каждый дайвер, который публично говорил о необъяснимом под водой, получал одно из двух: должностное взыскание или официальное объяснение, достаточно правдоподобное для прессы, но недостаточное для науки. Акустик Кристофер Фокс, работавший с оригинальной записью Блупа, в 97-м, незадолго до смерти, в 2018-м, сказал в интервью университетскому изданию: «Мы с коллегами были уверены, что это биологический источник. Потом нам сказали, что мы ошибаемся. Потом нам сказали, что это лед. Я работал с акустикой 40 лет. Лед так не звучит». Геолог Масааки Кимура, изучавший монумент Йонагуни, в 2019-м в последнем опубликованном интервью перед уходом на пенсию сообщил, что за 18 лет работы с этой темой так и не получил доступа к архивным материалам обследования 1986 года. Архив по-прежнему засекречен. Капитан-лейтенант Фаррелл, видевший объект у берегов Сан-Диего, в 2023-м подал повторный запрос о рассекречивании рапортов 2004 года. Запрос был отклонен с той же формулировкой, что и предыдущие. Угроза национальной безопасности. Вопрос, с которого начинался этот материал, звучал так: что именно засекречивают правительства в океане? После разбора всех случаев ответ выглядит следующим образом. Засекречивают не одно явление и не одну категорию находок. Засекречивают сам факт того, что океан содержит нечто, не вписывающееся в официальную картину мира. Биологическую, геологическую или технологическую. Каждый отдельный случай можно объяснить бюрократической осторожностью, военной секретностью или научной неопределенностью. Все случаи вместе объясняются только одним: систематическим решением не отвечать на вопросы, которые официальная наука пока не готова задавать вслух. Океан занимает 71% поверхности планеты. Средняя глубина 3688 метров. Человек был на дне Марианской впадины в общей сложности несколько часов за всю историю. То, что там находится, в подавляющей части никто никогда не видел. А то, что видели и задокументировали, в нескольких случаях предпочли убрать из общего доступа. Это единственный достоверно установленный факт. Все остальное под водой.